На улице пока еще тепло, 23. Заебаешь туда ее? Ну тебя в баню, короче. У него коробка автомат. Ну вот у него стоит Флоте Везер ДЕ. Вон он, посмотреть, что там. А, вон этот его билеты. Да. Смотрим. Или в ту кафешку. Оттуда уже на мотоцикле не так видно, да? Стоит маски. Размножились, да? Пойдет. Я думаю, он теплый был бы не очень. Класс или не класс? Будем классить? Пока все сделал. Ну ништяк, все, я битой, пошел домой, все. Вечером уколы отходят. Что там? Сейчас только же было недавно. Я 5 недель уже отгулял, еще 6. Получка на будущий месяц. Да нет вроде. Что за тачка? Слышь, вот эта тачка прикольная, а? Так смотри, там рама, бюгель это, да, еще колеса эти, как на УАЗике, на Ниве. Слышь? Ну, грунтовкой повшикали, да, весь этот? Точно. А я так, ну, знаю, здесь закрыто, да, эти. У нас охотники вот эти вот, по привидениям, по лесу бегают. Новые, как Г-класса, вот это уже да так шпилили. Стоит же, как это, как Г-класса. А, да. Чего, 16 тысяч только? Цены, блин, дай бог. Ну, 16 тысяч. Такс. Сок безалкогольный, вкусный, без разговоров, с грейпфрутом там. Что? Угу. Парковка 2 евро в день. Вообще нормально. Так, ну что, мы двигаемся. Мы двигаемся в сторону дома. Я здесь не был в этом городе полгода примерно. Блин, проедет, нет? Проедет. Ратхаус. Большой какой. Ратхаус это как в России была администрация, у нас называется Ратхаус. Сейчас, я думаю, нам до дома около 40 ехать километров. Нормально. На улице пока еще тепло, 23. Ну и куда ты едешь? Молодец.
Молодец, я вас обожаю. Им все можно или чего? Я что-то не могу понять. Вы что тут творите? А там еще и поворот. Еще хреновостей поворот, потому что я его обгонять сейчас не буду. Он оттуда летят машины справа. Блин. Раз, два, три, четыре, пять. Машина вышла в поворот опять. Сейчас как мы поедем навстречу? Или нет? Там еще какой-то велосипедист едет. Самое страшное в этой фигне, сейчас поедешь навстречу, этот чувак тебя не выйдет в комбайн или в трактор или еще где-нибудь, или какая-нибудь машина выйдет, можно будет встретиться. Это не совсем сколько места занимает, мать честная. В деревне дорога еще уже, и мы попали еще больше дальше. Тут реально деревня. Вот здесь улица домов, справа дома и все. А вокруг все поля. Ёшкин свет, а. Ну, встречные машины щимятся, бог знает куда. Ну давай, теперь Opel хочет сваливать. Я надеюсь, что сейчас повернет комбайн направо. Да, поворачивает. Ура! Туристик. Обязательно покупать за 500 евро камеру. Вы сейчас видите видео, которое записано на камеру за 33 евро. Вот и все. Отель, называется отель Звездная гора. Реально он стоит чуть-чуть на горке. Здесь, когда чистое звездное небо, ты кайфуешь. Здесь останавливаются в этом отеле люди, которые туристы. Ну, не как мы, мототуристы, а реально туристы, которые живут за 300 километров. Ну, люди и платят за вот этот свежий воздух, за тишину, за красоту. И вокруг них, конечно, трясутся, да, там, ну, работники отеля, там все за тобой смотрят. Здесь такие офигенные серпантинчик. Серпантины. Здесь одно время была щебенка, это вообще страшно. Я когда заехал первый раз в эти повороты, вообще как сейчас вспомню прям. Сейчас я еду, вот, 80. Не помню, даже там знак стоял, нет, 70 ехать может. Ну, по крайней мере, так вот ложишься. 60 класс. Здесь он прям забор покрашен четко, что это намек на то, что Вася, здесь очень крутой поворот.
Полетел, как пуля. Ямаха R1, там повороты. Понятное дело, куда он полетел. Сейчас тоже красивое вечернее время. Солнышко садится. Ляпота. Вечернее солнышко. Эта полоска толстая, но очень скользкая, когда на ней уже дождь, дождевая водичка. Можно прям съехать на ней. Во! Сюда. Если бы не вот эти 3 комбайна, что мы встречали, так бы еще в чище были. Ну, тут только пыль. Я там на паркплаце стоит будка с кафешкой. Мы там как-то раз с пенсионерами тормозили. Что думаешь сделать? Эти пнюшки проворачиваются, я затягиваю. А ты уже ниже опустил, да? Нет, они так и стояли, но они опять ушли, видишь? Я поставлю так для ноги под углом, они уходят со временем, прокручиваются. Добавить туда шмиргель попи отрезать, штрайф. Ты гуми? Там есть гуми дацель? Ну она маленькая, она тоненькая. Я думал, если ту оставить, а взять такую штрайф наждачки, отрезать. Нет. Наоборот, положить ее. Заебаешь туда ее? Та тоже так же? Пару раз оставил. Продувает. Зато домой приедешь, они у тебя сухие. Так, пару фоток для инстаграма, почему бы и нет. Красивая получается такая фотография. Исторически наконец-то сделали ремонт. Несколько лет в центре города было разворочено все дорожное покрытие. Там еще старые камни были с тех времен, когда еще тут на брычке ездили на деревянных колесах. Теперь все отремонтировали. Выглядит соответственно. Приятно будет. Надо будет как-нибудь пройти сюда, просто приехать погулять. Так, надо мне выехать как-нибудь отсюда. Вассерштрассе.
что-то я забыл. Да, если я пойду сейчас сюда. Айнбанштрассе, улица с односторонним движением. Да, вот. Хеле. Центр прикольный, исторический, да. Есть что посмотреть. Есть музей ведьмы. Хексен музеум. Когда-нибудь интересно будет, в комментах пишите, могу сходить ради посмотреть. Старый год, старые, очень старые постройки, очень старые. Вот старый город, этот, в принципе, бомбами давали, как бы здесь его сильно не пахнет. Это если мы поедем где-нибудь в Лейпциг, Дрезден, там все новое построено, там было так бомбами их валили. До сих пор каждый день находят, как и в Берлине. А здесь как бы все нормально. Весь центр Лемга посмотрели? Ну это я вам, как, турист показываю. Достопримечательно. Да. А то я 9 месяцев здесь не провел. Вот даже в центре-то не был. Вот это светофор. Проезжаешь 1 метр, он переключился опять на красный. Чё за фигня? Здесь, кстати, стоял дом, снесли его под самый корешок, как это в песенке было. Его, получается, под самый фундамент подрезали. Но вот здесь, в центре города, я думаю, это будет очень дорого. Просто вот это уже площадь будет дорого. Уже говоря про стройку чего-либо, кого-либо, да. Я уже молчу. Просто сама площадь в центре любого колхоза здесь дорого. Чем в колхозе больше населения, тем он еще дороже. В принципе, как и везде. Это у нас еще до магистрали, до автобана немецкого, далеко. 25 километров, что ли, надо ехать в одну, или 33, или 30 в другую. А если вот там, где вот возле магистрали, возле автобана, там, допустим, строится, ну, там цена начинается нормального такого жилого дома от пол-лимона и вперед. Ну, тебя в баню, короче. У него коробка автомат. Вот когда мы в Германию приехали 19 лет назад, можно было прямо ехать там через переезд. Они строили объездную дорогу, а теперь прямо ты поедешь в тупик, закрыли все. Теперь здесь налево или направо. Теперь он тебе пару домов там стоят, они теперь у них спокойствие. Там движение было ужасное. Теперь наконец-то этого движения нету. Да, если у тебя там дом, ты хочешь отдохнуть на окраине города, а у тебя фуры каждый день возле к дому проезжают. Отдохнешь, ты будешь вообще тут на нервном срыве, на нервном этом. Ну это как бы... Опа-на! Поезд! Вон она наша электричка. Урабан поехал. Я проезжаю под мостом, вот тут такая песня. Ничего себе. Я же не могу остановиться, и что мы не едем? 40 едет. Вот, наверное, местное правительство, он едет 40. Господи, что ж ты, блин, 35. Чуваки на мото. Мото. Какая уже кукуруза какая высокая, а? Да, и он, кстати, ты специально тормозишь или поворачивать будешь? Дед. Дедушка. А, он домой поворачивает. Поворотника у тебя нету?